Здорово, народ! Время удивительная штука. Казалось, совершенно недавно мы радовались выходу третьего Ведьмака, а если откинуться еще дальше, то кажется, совершенно недавно мы радовались, как на наш новенький Nokia закачали комплект из всех Java игр. Михалыч сегодня недорого берет, ведь так? Ага. Михалыч ставит только самое лучшее. Пожалуй, остановимся в этом временном промежутке. Сегодня я вам поведаю об мрачных, порой жутких играх тех лет, которые после себя оставляли тревогу, и ты, будучи мелким, боялся, что кто-то вылезет из темноты и тебя утащит. Ну что, не утащили в темноту? Но раз смотришь это видео, значит не утащили. Наверное. Усаживаемся поудобнее, не забываем писать комментарии, в которых вы расскажете, как сегодня покушали или что кушаете прямо сейчас. А мы начинаем. Первая игра, или даже трилогия игр, имеет название Darkest Fear. Вся серия целиком была разработана тогда еще малоизвестной компанией Rovio. Darkest Fear начинает свое повествование с некого Томаса Вардена, который является исследователем в области истории. Мы наблюдаем, как наш герой подъезжает к некому зданию. Томас рассказывает, что получил тревожный звонок от своей жены, которая здесь работает врачом. Герой, не успев зайти, с порога начинает выкрикивать имена жены и дочери. Оказывается, когда звонила жена, она не только попросила приехать, но также попросила найти дочь. Полагаю, если нас никто не встречает, то нам для начала нужно найти еще и жену. Ибо тут на деле оказалась удивительная психолечебница, где все теряются. На этом вступление завершается, а мы оказываемся внутри лечебницы, в которой нам необходимо отыскать дочь, жену, счастье в жизни, дом, машину. Ладно, пока вроде только дочь и жену. В игре имеется 15 уровней, в каждом из которых необходимо пройти простенькие головоломки, чтобы не откиснуть в темноте. Почему можно откиснуть в темноте, спросите вы? Да, все предельно просто. В этой психлечебнице произошла утечка загадочного вируса, который превращает людей в жутких тварей. С весьма интересной особенностью. Твари боятся света, причем любого, как дневного, так и искусственного. Эту информацию мы узнаем от женщины, которая здесь работает на ресепшене. Нам даже наглядно демонстрируют трансформацию в эту жуткую тварь, которая сразу скрывается во тьме помещения. Далее мы постепенно, уровень за уровнем, будем узнавать все больше и больше подробностей о происходящем здесь. А вторая часть начинается с небольшой предыстории, в которой нам рассказывают, что Томас все же нашел жену и дочь. Также им удалось пережить те жуткие события в психлечебнице, разворачивающиеся уже, как оказалось, более 5 лет назад. Но спокойная жизнь длилась недолго. А оказывается, что эксперименты на людях финансировались на деньги местного монастыря. А это означает, что они ответственны за разработку этого непонятного вируса. Монастырь обязался взять всех зараженных в карантин до выяснения обстоятельств. Однако уже вчера всплыла информация, что все зараженные погибли, а в ближайшем городе под названием Темный Дуб стали замечать жутких тварей, которые прячутся во тьме. Да, а в этом городе тоже произошла вспышка этого неизвестного вируса. Люди в панике, однако монахи заверили, что уже вовсю идет разработка вакцины. Главный герой в лице все того же Томаса Вардена решил посетить местный бар, где у него случилась перепалка с местными жителями. Томас все эти годы твердил, что во всем виноваты монахи и их проклятый монастырь. Это и не мудрено, Томас сам стал невольным участником творящегося ужаса в той больнице. Однако его мнение никто не разделяет. Большинство граждан уверены в добрых намерениях монахов и монастыря в целом. Томас, не найдя понимания, сел, чтобы пригубить несколько стопочек горячительного напитка. И даже бармен, который обычно поддерживает своих клиентов, советует ему помалкивать. Дескать, всех уже задолбали его классные истории о том, какие монахи плохие. Так и получается, что нашего героя понимает только водка. Так сказать, назовите минусы.
Герой, кажется, слегка пригубил несколько бутылок, а потом его рубануло. Очухался Томас в гордом, или может быть не в очень гордом одиночестве. В отличие от своей предшественницы, в этой части попытались сделать условно открытый мир. Я понимаю, вы уже в шоке после таких странных высказываний, но погодите, здесь действительно воссоздали небольшой городок, в котором имеются точки интереса, а также каждое здание это отдельная локация, в которую можно попасть. Черт возьми, да тут даже босс-файты пытались организовать. Правда, они в меру кривые, так как, сами понимаете, в какие времена они выходили, игры, собственно. Да и на какую платформу, также не стоит забывать. На секундочку напоминаю, это платформа Java Me, где основная коллекция примитивные до ужаса игры. Третья часть стартует как логическое продолжение второй, где Томас нашел все-таки свою дочь. Но теперь необходимо ее как-то вылечить, ведь она была инфицирована тем загадочным вирусом, который превращает людей в жутких существ. Однако герой не теряет надежды и отправляется в лес. Блядь, я каждый раз просто поражаюсь этим сюжетом, вот на мобильных играх особенно. Там такой сюжет, это в лес. Не в больницу, не в лабораторию, никуда, в лес. Он пошел в лес. Ну, блядь, все идут в лес, когда им херово, чтобы полечиться. Там, я не знаю, воздух чище, наверное. В лесу Томас случайно встречает монаха, которому нужна помощь. Он же со своей стороны предлагает решить недуг нашей дочери. Где, собственно, видно, чтоб люди ходили к врачам за помощью. Очевидно, что монахи в вирусологии и разработках вакцины шарят куда больше других. Странно, почему Томас еще не попробовал полечить ее уринотерапией, а то, кто знает, вдруг помогло бы. Третья часть, как вы могли заметить, малость упрощена. Теперь у нас снова коридорные локации, и игра разбита на уровни, как в первой части. Да и в целом как-то все выглядит куда скромнее, нежели у предшественницы, где был хоть и простенький, но какой-никакой открытый мир, даже с инвентарем. А это, знаете ли, не в шубу срать. Ой, стоп. В целом, третья часть является завершающей и последней частью навсегда уже. Признаюсь, для своего времени игра была весьма интересной. Даже будучи мелким сэром дегенератом, меня захватила вторая часть целиком и полностью. Жуткая атмосфера лишь добавляла интереса и таинственности во время игры на кнопочном телефоне. 3D-резня. О, да, помню, как я открыл это произведение искусства в огромной библиотеке игр, которую радушно закачал мне Михалыч на все том же радиорынке. Да. Сознание маленького меня было поражено детализацией, монстрами, и в целом общая картина впечатлила тогдашнего меня. Меня тогда, правда, много чего впечатляло, но... Ну ладно, просто идем дальше. Игра была разработана студией Net Software. Это был их далеко не первый проект, ранее они уже выпускали шутер от первого лица, которые также сыскали популярность у тогдашних геймеров. Это можно заметить по комментариям, которые оставляют true фанаты давно уже ушедшей эпохи Java игр. Судя по дате публикации, полагаю, они выложены были в день релиза и являются оригинальными. Итак, сюжет берет свое повествование с загадочного звонка среди ночи. Трубку поднимает бритый под ноль ВДВшник. Это мы понимаем по характерной татуировке на плече. Значится так. Обеспокоили нашего солдатика по причине инцидента. Нам, правда, не рассказывают, о чем идет конкретная речь, но нас просят незамедлительно явиться в НИИ. Научно-исследовательский институт. Мол, уже на месте нас ведут в курс дела. А Лысый, не теряя минуты, садится в машину и едет на место. Каково было его удивление, но на месте его никто не встречает, а ворота наглухо закрыты. Единственное, что бросается в глаза нашему опытному десантнику — открытое окно. Решив вспомнить, что он все же десантник, он решает устроить высадку в окно. Ясное дело, у него нет ни вертолета, ни парашюта, но зато есть труба. Стоило ему залезть в окно, как он наступает во что-то склизкое. К ужасу нашего героя это оказалась кровь.
а сам ученый висит в центре кабинета с обглоданным лицом, без кисти рук и ног. И с этого момента в наши прекрасные руки передается управление. Сюжет незатейливый и достаточно прост. Найти вакцину от происходящего безобразия. Я думаю, ни у одного меня была такая проблема, что игра либо вылетала на этом моменте, или просила себя приобрести. А так как денег у мелкого пиздюка, ясное дело, нет, а искать в этих ваших интернетах не было возможности. По причине того, что не было интернета тогда еще. Дома. Да, вообще. Doom RPG первая и вторая часть. Игра была разработана и выпущена студией ID Software в 2005 году. Является шутером от первого лица, а также имеется элемент RPG, о чем и говорит название. В те годы студия ID Software, наверное, единственная делала самые или одни из самых лучших игр для Java-Mi платформы. В игре Doom мы сразимся с жуткими порождениями ада, будем вынуждены решать головоломки и проникнемся историей персонажей. Кстати, о персонажах. Здесь также реализовано примитивное взаимодействие с обитателями местной станции. Вы можете подойти, потыкаться в персонажа, а он вам что-то да расскажет. Место действия у нас исследовательская станция на Марсе. Визуальная часть достаточно простенькая, но для тех лет пойдет. Не будем особо заострять внимание на первой части, это, пожалуй, был первый опыт студии в разработке на этой платформе. Идем дальше. Геймплей для кнопочной игры весьма и весьма неплохой. Здесь можно искать тайники, можно прокачивать персонажа, правда вся прокачка завязана на автолевелинге героя и не более, но это ничего. Можно читать информацию в компьютерах, общаться с другими NPC и вообще чего здесь только нельзя делать. Продолжение вышло только спустя 4 года в 2009 году. С визуальной точки зрения игра выглядит на голову выше предшественницы. Тут у нас и визуальные изменения, и появились кат-сцены, и в помещении есть потолок, и даже можно выбрать персонажа, за какого ты хочешь играть. Ну не прелесть ли? На выбор представлено 3 героя: майор, ученый и сержант. У каждого из них есть свои преимущества и свои недостатки. Повествование начинается с того, как команда наших героев прибывает на лунную базу. Уже во время посадки мы замечаем монстра, который преследует человека. Героиня удивительно, но точно подмечает этот странный инцидент словами, что здесь происходит нечто странное. Действительно, что-то тут явно не так. Спустившись по лифту вниз, к нам навстречу выбегает некий парень. Он просит о помощи, но не проходит и мгновения, как его убивает нечто жуткое. Порождение самой преисподней. Убив бедолагу, оно обратило свой взор на нас. Но благо добрый человек с бензопилой нас выручает, избавив от этой кракозябры. Далее добрый человек говорит нам, что хорошо, что мы добрались сюда, и мол им нужна срочная помощь, а то мы как будто бы не поняли. Ну ладно, наша команда разделяется, и нам наконец-то передаются борозды управления. Геймплей здесь не претерпел каких-то кардинальных изменений, он скорее был расширен в меру возможностей платформы Java-Mi. Появились головоломки, добавилась возможность обыскивать трупы, и в целом игра так преобразилась при EA. Далее не вижу смысла спойлерить, может кто-то захочет сам поиграть. А поиграть вы сможете при помощи эмулятора G2Me Loader. Скачать его можно на Android устройство прямо из вашего магазина Play Store или что там у вас, собственно, на вашем смартфоне есть. Не знаю, правда, за iOS устройство. Если интересно, то можете и сами поискать что-то в интернете. После установки вам необходимо скачать файл с игрой, в которую вы хотите поиграть. Далее просто нажимаем на Java файл, и G2Me Loader сам перебросит вас в эмулятор. Здесь можно выбрать разрешение и в целом настроить работу эмулятора. Можете наслаждаться неповторимой ностальгической атмосферой, а с вами был ваш неповторимый Пичка-дрычка.
А на этом мы будем прощаться. Всем удачи и пока.